изготовления такой куклы из капрона сердечко я использую остатки джинсовых брюк. Также я выкраиваю с помощью вот таких зубчатых ножниц. И у нас получаются вот такие зубчатые края. Они не так осыпают. Сегодня я вам предлагаю посмотреть мастер-класс, как сделать куклу сердечко из капрона с джинсовой ткани. Это сердечко можно сделать не только к Дню Валентина, но и к любому празднику. Из синтепона сделаем небольшой шарик, так как сердечко у нас не сильно большое. Сверху накроем его капроном. Эти колготки белые, они не белые, они специально приготовленные. Они выварены в белизне. У меня есть специальный мастер-класс, ссылку на него я оставлю под видео, как подготовить колготки к изготовлению кукол из капрона. Добавим небольшой шарик для носа. И стянем ниткой сзади наш капрон. Я хочу, чтобы у меня голова получилась в виде сердечка, поэтому подбородок у меня немножко уже. Закрепляю сзади нитку и перехожу на лицевую часть головы, чтобы прошить нос. Снизу вверх несколько раз прошиваем нос. Переходим на вторую часть носа. Теперь обгибаем угол, чтобы у нас получилось крыло носа. Тоже несколько раз закрепляем. Возвращаемся в первую часть. И также делаем сверху перемычку, чтобы получилось крыло носа. И несколько раз закрепляем. И отступаю немного в сторону по диагонали. И формирую щечку. Можно немножко отступить. И перевести нить в верхнюю часть щеки. У нас будет такая щечка. Мы ее закрепили несколько раз. Теперь я перехожу в другую часть головы. Левую. И точно так же под низ капрона, параллельно этой ямочке, тоже делаю щечку. Вот у нас образовалась такая голова. Теперь делаем улыбку. Для этого синтепон чуть-чуть подбираем вверх. Тут его надо распределить. Подбираем вверх. И булавкой, если вы первый раз делаете, то лучше зацепить булавкой синтепон снизу и прошить под булавкой, вернее проложить нить под булавкой и прошить вверх вот такую утяжку и обратно вниз закрепить. Вот у нас такая улыбочка. Чтобы она у нас не убегала, выравниваем сначала синтепон. Видите, она убегает у нас. Чтобы она не убегала, я сверху
кубы. Делаю еще вот одну такую утяжку. Отступаем чуть-чуть. И вот здесь, где у нас нитка, я поверх нитки прокалываю иглой. И тут же прокалываю вниз. Таким способом она у нас закрепляется. И обратно вывожу, отступив немножко. Нам также можно еще сделать ноздри. Для этого выводим иглу вниз носа и под уголком, под низом выводим в другую сторону. У нас вот такая перемычка образуется. Закрепляем, выводим в другую сторону и также параллельно делаем другую ноздрю. Вот у нас получилась одна и вторая бороздки. Теперь делаем переносицу. Выводим нить наверх. И вот такими стежками, отступив немножко 2-3 миллиметра друг от друга, делаем несколько стежков. Тем самым мы формируем и ямки для глазниц. И обратно. Все эти утяжки я делаю легко, не сильно натягивая нить. Вывожу на изнаночную сторону, закрепляю нить и делаю несколько стежков для глазниц. Стараемся делать все симметрично. Вот личико у нас готово. Теперь его надо затонировать, сделать макияж. Формирую 2 небольших шарика для рук. Шарик затягиваем так, чтобы у нас на уголке был узелок. Желательно, чтобы он был чуть-чуть повернут в середину. Так у нас будет рука формироваться. Также затягиваем ниткой. Закрепляем нить, где у нас узелок. Это у нас будет лицевая часть. Выводим. Будем делать 3 пальчика. Делаем перемычку сверху. Выводим на изнаночную сторону. Здесь делаем отступ для следующего пальца и выводим на лицевую сторону. Опять делаем перехлёст нитки и еще один раз закрепляем. Я вывожу на боковую часть. И теперь поперек прошиваю в середине синтепон с одной стороны на другую. У нас получится вот такая ручка. Делаем макияж лица и лапок. Более светлыми тенями или румянами я делаю тонировку вокруг глаз. Делаем здесь тонировку, где у нас ноздри.
тренировка пальчиков. Делаем только с лицевой стороны. И носик. Более яркими я делаю ротик, губки. Фиксируем это лаком для волос. Приблизительно намечу, где у меня будут руки. Сначала я их прищу. Я загибаю уголок проволоки, чтобы петельку делаю, чтобы пришить вот сюда руку. Закрепляю нить и вставляю как бы в середину. Она у меня, конечно, не зафиксирована поверх проволоки, по кругу. Спрятал узелок, обшиваю руку. И здесь сверху так осторожно закрепляем нить и выводим в середину и отрезаем. И руки будут посерединке. Само сердце будет обшиваться сверху. Поэтому мы должны еще прикрепить подвеску сверху. Или можно также приклеить магнитик с изнаночной стороны. Магнит. Но мы сначала делаем подвеску. Для подвески я буду использовать вот такие нитки. Они прочные. Нитки для вязания. Отрезаю. Я сделаю петельку. И эту петельку мы вошьем в эту часть верхнюю, когда будем пришивать. Пучок волос я тоже сделаю с этих ниток. Я возьму кусочек твердого картона, приблизительно 2-2,5 сантиметра шириной. Можно сразу положить нитку и уже на эту нитку наматывать нить для вязания. Завязываем сверху нить. Снимаем на ножницы и разрезаем. Это, конечно, многовато, нужно чуть меньше. Ну, вот как-то так. С помощью иглы я немножко перетяну волосы в верхнюю часть. Их надо отделить немножко и скрутить. То мы подровняем длину. Я закреплю эти волосы немного на голове. Потом я их приклею с помощью горячего клея. У меня на канале также есть видео, где я показываю, с каких ниток и какие прически можно сделать куклам. Ссылку я оставлю в описании под видео. Также я закреплю вот эту нить, подвеску. Здесь все равно будет проходить красная линия, поэтому я смело пришиваю красной ниткой. Буквально несколько стежков. Прошиваем на машинке по контуру, оставив здесь открытым участок или здесь, для того, чтобы заполнить синтепоном сердце. Глаза я обычно приклеиваю вот таким клеем специально для тканей. Наполняем синтепоном. Здесь мы вот прошили по кругу, оставили отверстие для наполнителя. И с помощью кисточки я делаю наполнение.
сердечко. С изнаночной стороны тоже заполняем, чтобы у нас вот эта синельная проволока была посередине, в середине сердца. С помощью горячего пистолета приклеиваем голову, волосы. И приклеиваем саму голову. Если вам понравилась кукла-сердечко из капрона, пишите об этом в комментариях. Присылайте свои куклы-сердечки из капрона в группу ВКонтакте или в Фейсбуке. Все эти ссылки вы найдете в описании под видео. Спасибо за внимание. С вами была Наталья Шевчук и канал на ютубе Наталья Хендмейд и блог nataliahandmade.ru.